Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Старик из стеклянной горы». Одному славному королевству не повезло. Попался ему в короле самодур. Однажды он построил гладкую стеклянную гору, полюбовался на нее, а потом и говорит: «Кто на самую вершину стеклянной горы вбежит и не упадет, тот и будет мужем принцессы». В королевстве жил человек, который без памяти королевну любил. Он и спросил у короля, может ли он получить руку его дочери. «Да чего же, — сказал король, — если он может сбежать на стеклянную гору и не шлепнуться, тогда кто бы возражал? Женись!» А королевна сказала, что она сама с ним хочет на ту гору сбежать, чтобы поддержать его, если он вдруг падать станет. Видно, человек этот принцессе приглянулся, и вот они побежали вместе. И когда уже были на середине горы, королева подскользнулась, упала, а гора стеклянная под ней разверзлась, и она туда провалилась. Жених-бедняга даже не мог показать, где именно она провалилась, потому что гора тотчас же закрылась и сгладилась. И он стал сокрушаться, да печалиться, да и король-то тоже опечалился и приказал тотчас сломать стеклянную гору. И думал, что ему как-нибудь удастся вытащить из-под нее дочь. Но он не отыскал, куда она под горою провалилась. Между тем королевна-то провалилась глубоко под землю и попала в большую пещеру. Тут встретила она старика с большой седою бородою, и тот ей сказал, что если она хочет у него быть служанкой и все то делать, что он ей прикажет, то он ее оставит жить у себя, а если не хочет, то тут же ей погибель. Делать нечего, стала принцесса выполнять все, что ей приказывал. А старик с утра вынимал свою лестницу из кармана, приставлял ее к отвесному склону скалы и, взобравшись по ней, уходил. Лестницу свою он всегда забирал с собою. В это время принцесса должна была варить ему кушать, постилать ему постель и всю указанную ей работу выполнять. Когда старик возвращался домой, то каждый раз приносил с собою кучу золота и серебра. Прожила у него принцесса много лет. Старик с большой седой бородою уже совсем одряхлел и стал называть ее госпожа Монсорот, а ей позволил называть себя старым Ринкранком. И вот однажды, когда старика не было дома, королевна, постелив ему постели и вымыв посуду, заперла все окна и все двери накрепко, а небольшое окошечко наверху открыла, чтобы свет через него проходил. Когда старый Ринкранк вернулся, то постучал у дверей и крикнул: «Госпожа Монсорот, отвори мне дверь!» «Нет, — отвечала она, — не отворю тебе двери, старый Ринкранк». Тогда он сказал: «Ужин ты уже готовишь?» «Нет, ужин я не приготовила, — ответила она. А он опять за свое: «Ты постель уже готовишь?» «Нет, я постель тебе уже сготовила, — отвечала она. А он опять ей тоже: «Отворяй дверь скорей!» А так как она все не отпирала ему,
то он обежал весь свой дом кругом, увидел, что открыто наверху маленькое окошко, да и подумал, дай-ка загляну в окошечко, посмотрю, что она там делает и почему она мне дверь не открывает. Захотел он только в окошечко заглянуть, да длинная борода ему помешала. Вот он вздумал сначала в окошечко пропустить свою бороду, а потом уже просунуть голову. Но королевна как завидела бороду, так и захлопнула окошечко и защемила в нем его бороду. Тут стал он жалобно кричать и упрашивать, чтобы она его бороду выпустила. Она отвечала, что не выпустит, пока он не отдаст ей ту лестницу, по которой он поднимается в гору. Хочешь, не хочешь, а должен он был ей сказать, где у него та лестница припрятана. По этой лестнице выбралась она на землю, пришла к отцу и рассказала ему, где она была. Очень обрадовался король, и жених тоже. И вот сошли они вглубь горы и разыскали там старого Ринкранка со всем его серебром и золотом. Король приказал старого Ринкранка изрядно наказать, чтобы он зазубрил математические правила столько лет, сколько у него в заточении была принцесса. А все его золото и серебро с собой захватил. Тут королевна обвенчалась со своим прежним женихом, и зажили они в радости. А в старике с большой седой бородой вскоре обнаружили счетные способности, потому как упражнение делает чудеса. Стал старик считать казну, и все остались довольны. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.